Алло, автобус мастеру аппарата. Ты где, жеваный крот? Ты должен был быть в моем видео на 3-й минуте. Сорян, я снимаю контент в другом городе и очень эксклюзивный. Это в каком же городе? Не скажу, это коммерческая тайна. Все с тобой ясно. Ага, вот ты где. Решил снять крутой контент без меня? Прикольный город ты выбрал. Кстати, а что это за город? Широкие улицы со старыми зданиями и современными стекляшками, куча непонятных проводов и нет выделенных полос для общественного транспорта. И много автомобилей. Это что, Рязань? Что ожидаешь увидеть первым делом, приехав в Тулу на поезде и выйдя с вокзала? Наверное, старинные двухэтажные красивые домики. Или советскую архитектуру 70-х годов. Или чистые троллейбусы. Давайте же узнаем. Заваленная автомобилями площадь, куча несуразных вывесок и какой-то страшный торговый центр. А еще толпа маршруток. Похоже, что весь этот выпуск будет в режиме Ильи Варламова. Тула – город в 170 километрах к югу от Москвы, куда можно доехать за 2 с небольшим часа. Что на машине, что на поезде. И живут здесь примерно 466 тысяч человек по данным Википедии. Город стоит на речке Упа. Тула впервые упоминается в Никоновской летописи 16 века под 1146 годом. Больше 300 объектов культурного наследия, пряники, оружие, самовары и все такое прочее. Хотя какие могут быть пряники и самовары, а тем более оружие? Это же канал Блог ЖД-фотографа. А я Игорь Абросимов. И сегодня я буду рассказывать вам, конечно же, про трамваи, троллейбусы и автобусы Тулы. Вместе с моим напарником автобус-мастером, который сейчас сидит и ждет, пока я закончу этот неинтересный монолог. Подписывайтесь на канал, жмите лайк, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, а мы начинаем. Весьма распространены в Туле трамваи ГТМ-19, которые были переданы сюда из Москвы. В Москве они имели окраску бело-сине-красную, а здесь их перекрасили вот так вот в красно-желтый. Это местная цветовая схема для трамваев КТМ-19. Трамваи КТМ-19 – это детище 2000-х. Эти вагоны строились на Усть-Катавском трамвайном заводе. Больше всего этих трамваев было, конечно же, в Москве, куда они поставлялись с начала 2000-х годов. Но в конце 2010-х эти трамваи покинули Москву. Интересно, что трамваи КТМ-19, хотя и были более новыми, чем Татры, проработали в Москве меньше. Так, КТМ-19 исчезли в 2020 году, ну а Татры в 2021. Причем Татры были не списаны, а в большинстве своем переданы в другие города. Вот такая вот она, надежность чехословацких трамваев. Режим Ильи Варламова и Советская улица в Туле, господа. Это одна из главных улиц города. И знаете, что я про нее думаю? Это просто ужасная, неудобная, некомфортная и опасная улица. И вот почему. Во-первых, если бы мэр Москвы Сергей Собянин увидел, сколько здесь висит различных посторонних проводов, он бы немедленно повесился на этих же проводах. Во-вторых, эта улица широченная. Здесь у автомобиля есть целых 2 полосы для движения. Тем не менее, им почему-то разрешается залезать еще и на трамвайные пути. А не жирно ли? Ведь автомобили имеют свойство накапливаться на светофорах и образовывать пробки. А бедному трамваю ничего не остается, кроме как стоять в этих пробках вместе с автомобилями, из-за чего он становится чрезвычайно медленным. А потом пассажиры такие: что? Поехать на трамвае? Его же нужно ждать 15 минут, едет он еле-еле, грохочет и трясется. Закрывайте его быстрее. При таком подходе городских властей к трамваю, какой практикуется в Туле, удивляться таким заявлениям простых пассажиров не приходится.
Еще одна опасность, стоящаяся на улице Советская, это трамвайные остановки, которых здесь, в принципе, можно сказать, что и нет. Трамвай высаживает пассажиров прямо на проезжую часть под колеса автомобилей. И это сейчас повезло, и все прекрасно остановились. Но ведь никогда не знаешь, в какой момент на дороге появится какой-нибудь Михаил Ефремов. Хороший пример обустройства трамвайных остановок есть в Екатеринбурге, где каждая остановка имеет островок безопасности, заборчик и зебру, ведущую к ней. А это не трамвайная остановка, а просто аварийно опасный участок дороги. Что еще мне не нравится на Советской улице в Туле, так это вывески различных организаций. Даже не то, чтобы они мне не нравятся, они меня просто бесят. Что? Дать людям возможность разглядывать красивую архитектуру? Нет, лучше мы сделаем себе яркую пеструю вывеску, чтобы она была пестрее, чем у других, чтобы все увидели, что да, именно здесь продаются всякие дурацкие игрушки, лишь бы только люди приходили к нам и покупали наше барахло. Что? Эстетический облик города, единая стилистика. Кажется, это звучит на каком-то другом языке. И ведь не нужно ходить далеко за хорошими примерами. Достаточно заглянуть в Рыбинск, где все вывески на исторических улицах оформлены в дореволюционном стиле. Моя оценка Советской улицы... Ладно, пусть будет 2 Ильи Варламова из 10. Она пыльная, она шумная, здесь много автомобилей, она не слишком безопасная и не слишком красивая. В общем, не самое лучшее место, чтобы прогуляться по городу. Можете написать в комментариях, что современный город без такой улицы обойтись никак не может. Режим Ильи Варламова. Фу, а у вас в Москве еще хуже. Советская улица. Как же хорошо, что можно быстро попасть с нее сюда, на главную площадь города, где собраны все основные достопримечательности Тулы, такие как Преображенская церковь, Успенский собор, городской ЗАГС, гигантский флаг России, гостиный двор, правительство Тульской области, Ленин, еще одно чудесное красивое здание и, конечно же, Тульский Кремль. Как это всегда бывает, в местах массовых достопримечательностей роятся туристические автобусы. Большинство из них, правда, не представляют никакого интереса. Чего не скажешь об вот этой чудесной Сетре S215 HD 1986 года выпуска. Что же означает эта приставка HD в наименовании автобуса? Это означает, что у нее разрешение 1920 на 1080. Очевидно же. Судя по сайту photobus.mck.ru, этот автобус привез сюда туристов из Рязани. Хотя госномер у него вовсе не рязанский. В общем, неважно, автобус крутой и просто полюбуйтесь на него. Ему уже почти 40 лет, а он все еще возит пассажиров. Нашелся в Туле пример хорошего благоустройства, практически московского. Находится этот пример на проспекте Ленина. Нет, серьезно, зачем было на одной табличке применять 2 разных шрифта? Проспект Ленина может похвастаться красивыми деревьями в каменных катках, меньшим количеством рекламы, а также довольно широким тротуаром, по которому гораздо приятнее гулять, чем по Советской улице. Также здесь есть вот эти чудесные красивые кусты. Урбанистика зашкаливает. Хорошо бы, если бы во всей Туле было то же самое. Как сделать Тулу лучше? Идея номер 1. Записывайте, дорогие туляки. Берем все улицы, на которых больше 2 полос в каждую сторону, и закрываем по одной полосе для движения автомобилей. Рисуем там большую букву А полосу отделяем сплошной линией. И готово! У вас есть выделенные полосы для общественного транспорта, с которых, впрочем, нужно будет убрать вот эти пердячие маршрутки. Теперь на улицах автомобилей станет меньше, а значит, станет меньше выхлопов, станет меньше пыли и шума и станет безопаснее. А автобусы и троллейбусы смогут ездить быстрее и с меньшими интервалами. Профит! Мне кажется, отличная идея, и все от этой идеи только выигрывают. Чудесный белорусский троллейбус под названием Витовт. БКМ, индекс у него вот такой. Сейчас мы прокатимся в этом красавчике.
Переработка филармонии. Троллейбус БКМ 420 «Витовт». В Туле есть 10 таких троллейбусов 2012 года выпуска. Все они построены на заводе «Белкоммунмаш» в городе Минске, а выпускались они с 2007 по 2013 год. Особенность этого троллейбуса в том, что у него, в отличие от большинства нормальных троллейбусов, измененная компоновка салона. В частности, у него 2 двери вместо 3. Это привело к увеличению времени посадки и высадки из троллейбуса, а также к удлинению колесной базы, так как теперь колеса находятся не в середине между первой и последней дверью, а по краям троллейбуса, что плохо сказалось на его маневренности. Видимо, по этим 2 причинам, плохая маневренность и неудобный салон, этих троллейбусов и было построено всего лишь 54 штуки. Да и осталось их достаточно мало. Можно встретить их в Туле, можно встретить в Калининграде, в Кишиневе, внезапно в Бендерах, в Минске. А также они были в Белгороде до того, как там закрыли движение троллейбусов, не имея на то ни одной веской причины, естественно. Но об этом как-нибудь в другой раз. Между прочим, Тула — это единственный город, где троллейбусов БКМ 430 осталось целых 10 штук. Нигде больше столько нет, даже в Минске, на их родине. На сегодняшний день самый распространенный троллейбус в Туле — это Троллзи Мегаполис. Большинство из них переданы сюда из Москвы, как и во многих других городах. Но есть и такие, которые работают здесь от момента постройки. Они отличаются ярко-красной окраской, а также возможностью перемещения без контактной сети. Например, они используются на маршруте в сторону Косой горы. Такие мегаполисы появились в Туле в 2014 году в количестве 16 штук. Из интересных автобусов здесь есть Волжанин 5270. Такие автобусы я показывал вам в Санкт-Петербурге, вот в этом видео. Посмотрите, если еще не смотрели. А подробнее об этих автобусах вам расскажет автобусный эксперт. С вами Автобус Мастер. Наверное, ожидали услышать вы сейчас, но нет. Про тульские автобусы в этот раз я расскажу вам сам. А все потому, что мы забыли записать соответствующее видео в самой Туле. Конечно, можно было поймать автобус мастера в Москве и заставить его сказать нужные слова на камеру. Но вы сами понимаете, что это такое, чтобы 2 взрослых работающих мужика случайно встретились, даже если живут в одном городе. Это прекрасно видно по одному лишь тому факту, что прошло уже 3 месяца с тех пор, как мы съездили в Тулу. Так что я решил записать это видео самостоятельно. Я сейчас нахожусь в Москве, ведь где, если не здесь, записывать видео про тульские автобусы? А все потому, что Тула давно уже стала филиалом московского перевозчика Мосгортранса, по факту. Во-первых, здесь действует московский проездной «Карта Тройка», а во-вторых, большинство тульских автобусов — это машины, успевшие поработать в Москве. Например, вот этот ЛиАЗ 4292 2017 года был передан в Тулу в 2020. По непроверенной и, скорее всего, неправдивой информации от сомнительного источника, причиной передачи стало то, что в автобусе настало время менять масло. И Мосгортранс такой: что? Менять масло? Мы же в Москве, зачем менять масло, если можно просто купить новый автобус, а старый подарить в какой-нибудь город? А у этого ЛиАЗа 5292.65 2017 года подошел срок замены резины. Поскольку из Мосгортранса поувольнялись все опытные шиномонтажники, было решено, что проще купить новый автобус. Автобусы Волжанин Ситиритм 12 тоже есть в Туле. Они постарше, 2010-х годов выпуска. И, между прочим, они очень интересные. Дело в том, что таких автобусов было выпущено всего лишь 250 штук
в городе Волжском. Строились они с 2005 по 2012 год. Массовые закупки были в самом Волжском, а также в Петербурге, где они работают до сих пор, и в Москве, где эти автобусы продержались до 2020 года. Некоторые машины из Москвы были переданы в Тулу. По информации от того же источника, который зимой заявил о том, что списан новогодний поезд Ёж-3, причиной передачи послужило то, что у автобусов подразрядился аккумулятор. И поскольку в Мосгортрансе не осталось аккумуляторщиков, автобусы было решено просто подарить. Такими темпами скоро Москва будет отдавать в другие города новые автобусы, в которых забилась пепельница у водителя. Ладно, это, конечно, все шуточки, ведь мое настоящее мнение в том, что донашивать старое барахло из Москвы — это вовсе не то, чего заслуживает такой классный город, как Тула. И я надеюсь, что рано или поздно по улицам столицы самоваров поедут навехонькие современные автобусы, только вышедшие из ворот заводов. А в Мосгортрансе вновь появятся специалисты, способные долгие годы поддерживать в нормальном состоянии автобусы. А то что это такое, 6 лет и автобус на свалку. С вами был Игорь Абросимов, но не скучайте по автобус-мастеру, ведь скоро на канале выйдут видео из Ярославля, из Волгограда, из Самары, где вы вновь увидите оригинального эксперта по автобусам. А мы переходим к следующему сюжету. Как улучшить Тулу? Идея номер 2. Берем все частные маршрутки и тщательно изучаем их пассажиропоток. Кто, когда, куда, в каком количестве и где едет. Берем эти данные и на их основании улучшаем имеющуюся трамвайную сеть, строим новые линии, запускаем новые маршруты с новыми трамваями. Люди сами пересаживаются из маршруток в трамвае, и таким образом с дорог уходят дурацкие, грязные, вонючие автобусы. Профит, все довольны. Автомобилистам теперь больше пространства на дороге, пассажирам теперь удобный, современный экологичный транспорт, но маршрутки можно отдать в какие-нибудь нуждающиеся регионы. Вы сами догадаетесь, в какие. Внезапная инспекция случайного двора. Фасад дома ухоженный, парковочные места, заросшая детская площадка. А озеленение в этом дворе, как в лучших домах Лондона и Парижона. Моя оценка этому двору 8 миллионов Варламовых из 10. Здесь даже нету всяких покрышек, как в Великом Новгороде. Троллейбусы начали ездить по Туле 4 ноября 1962 года. Пик развития сети пришелся на 2009 год, когда здесь действовало 11 маршрутов. Ну а сегодня в городе действует 6 маршрутов, на которые в час пик выходят 53 троллейбуса, а в остальное время 40 троллейбусов. При этом в 19:00 троллейбусы все резко куда-то деваются с маршрутов, и в лучшем случае 13 машин работают на линии. А всего в депо есть 86 пассажирских троллейбусов, а также 3 служебных и 1 музейный, вот этот. Троллейбусное движение в Туле открывали троллейбусы ЗИУ-5, и эксплуатировались они здесь до 1981 года. Этот экземпляр установлен в качестве памятника рядом с троллейбусным депо. Он построен в 1962 году, соответственно, одним из первых открывал движение в Туле. А в 1972, когда его пассажирская эксплуатация закончилась, его превратили в трансформаторную подстанцию неподалеку от стадиона Металлургов. А в 2013-м энтузиасты из троллейбусного депо восстановили его и превратили вот в такой вот своеобразный памятник. К сожалению, в нем нету салона и, скорее всего, электрооборудования, поэтому вряд ли он когда-либо сможет поехать. Но замечательно, что он сохранился хотя бы в таком виде. В разные годы в Туле работали троллейбусы ЗИУ-5, ЗИУ-682 и им подобные, выпущенные на других заводах, а также ЛиАЗ-5280, Трольц-Мегаполис и БКМ-420. А также до 2015 года в Туле работали гармошки ЗИУ-6205. Кстати, впервые я побывал в Туле в 2009 году. Тогда здесь работали двухдверные Татры Т3, шверинские Татры из Германии, разноцветные Т6Б5 и ЗИУ-гармошки. Было очень интересно. Я даже снял об этом видосик. Правда, посмотреть его могут только спонсоры. Приходите в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь. Стоимость подписки 50 рублей в месяц. А взамен вы получите эксклюзивный контент. Старые видео, которые не будут опубликованы, длинная версия обзоров городов,
а также доступ в спонсорский чат и скидки на сувенирную продукцию моего канала. Ссылочка будет в описании. Ну и привет моим спонсорам, конечно же. А хотите еще один крутой пример благоустройства из Тулы? Оказывается, здесь есть не только проспект Ленина, но еще и потрясающе обустроенная набережная реки Упы вдоль Кремлевской стены. Это благоустройство было сделано здесь в 2018 году, к 500-летию Кремля, которое, правда, было в 2020 году, но это не так важно. Гораздо важнее, что набережная сделана просто потрясающе. Посмотрите сами. Фонтаны на воде есть. Сетки от комаров есть. Моднейшие удобные лавочки есть. Возможность спуска к воде и крутые уточки есть. Видно ухоженные корпуса оружейного завода есть. Красивые растения тоже есть. В общем, все как в лучших домах Лондона и Парижона. Тульская набережная реки Упы рекомендую к посещению. 10 Ильей Варламовых из 10. Хотя ладно, так и быть, докопаюсь до велодорожки, которая не имеет физического разделения с потоком пешеходов. Что будет, если из автобуса ЛиАЗ-5256 вытащить дизельный двигатель и вставить в него электрооборудование? Получится троллейбус ЛиАЗ-5280, вот этот. Это полностью унифицированная с автобусом машина, отличающаяся разве что, как вы поняли, оборудованием. А выпускались эти троллейбусы с 2005 по 2012 год, и всего их было построено 265 штук. Поставлялись они в различные российские города, и в том числе в Тулу. Троллейбусы ЛиАЗ-5280 строились в Ликино-Дулево в Подмосковье, а также на Волгоградском заводе транспортного машиностроения ЗТМ. Вряд ли они чем-то существенно отличались. И в Туле есть представители обоих этих заводов. Всего в Туле было 32 таких троллейбуса, правда, большинство из них уже не эксплуатируется, потому что они давно уже морально устарели, и на смену им пришли тролль за мегаполис из Москвы. Между прочим, ЛиАЗ-5280 это далеко не единственный троллейбус в кузове автобуса ЛиАЗ-5256. Так, в Москве были троллейбусы Московского троллейбусно-ремонтного завода. Например, вот такой, или даже вот такой. А еще были троллейбусы ЗИУ-9 с мордой от ЛиАЗа-5256. Но это уже была не отдельная модель, а просто модернизация. Кто-нибудь может мне объяснить, почему нельзя просто так взять и приехать в Тулу, выйти с поезда и тут же сесть в трамвай и поехать по своим делам? Почему трамвай находится на отшибе, у черта на рогах практически? Нет, я, конечно, понимаю, что так сложилось исторически, но мне кажется, хорошей идеей было бы построить отдельную трамвайную ветку к привокзальной площади, вымести оттуда всю эту дурацкую противную парковку и сделать там трамвайное кольцо. Вот это было бы действительно удобно. Ну вот, наконец-то я добрался до трамвайной конечной Московский вокзал. Правда, уже 19:50, через полчаса уезжает мой поезд в Москву, и трамвай уже практически не ходит. Да, к сожалению, этот выпуск будет без полноценного обзора трамваев, судя по всему. Видимо, было плохой идеей полдня тратить на поездку на ветку Тула-Узлова и фотографировать там дурацкие скучные ТЭП-70. Что
Что касается модельного ряда трамваев Тула, то здесь эксплуатируются Татра Т6Б5, КТМ-19, переданные из Москвы, КТМ-23, тоже переданные из Москвы, а также здесь есть вагоны Урал-Трансмаша, екатеринбургские, обозначение 71407. Ну а обзор трамвайной сети это уже как-нибудь в другой раз, уж извините. Хотел я вам показать все, но, как сказал классик, не шмогла я, не шмогла. Что хотелось бы сказать про Тулу? Тула – это старинный и очень интересный российский город с огромным туристическим потенциалом, который, на мой взгляд, реализуется не в полном объеме. Кремль, набережная, проспект Ленина, возможно, какие-то другие места здесь сделаны хорошо. Но первое впечатление о городе, на мой взгляд, складывается при выходе с железнодорожного вокзала. А вы сами видели, какая здесь привокзальная площадь. Проще говоря, город очень крутой, но им нужно гораздо больше заниматься, чтобы он стал еще круче. Что касается транспорта, то здесь я могу поставить разве что 6 Санкт-Петербургов из 10. Троллейбусы здесь ездят вроде быстро и стабильно, но при этом они выглядят как-то не слишком презентабельно. Трамваи — это вообще посмешище с их интервалами и скоростями, хотя в городе проводятся капитальные ремонты. Надеюсь, что скоро скорости возрастут. А еще на день съемки этого видео в Тулу прибыли новые трамваи «Львенок», а на момент публикации они уже возят пассажиров по улицам города. Ну, автобусы норм. А Тула занимает почетное место рядом с Нижним Новгородом в моем личном рейтинге городов. Определенно рекомендую к посещению, если вам нужно покинуть Москву на денек и покататься на забытых уже троллейбусах. А с вами был Игорь Абросимов и блог ЖД Фотографа. Смотрите другой контент на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. А мы с вами скоро увидимся в новых видео. Спасибо за просмотр.